Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами готовим для новогоднего стола два самых топовых салата в виде елочки. Будет очень вкусно, красочно и празднично. Будет очень вкусно и по-новогоднему красиво. Эти салаты достойны занять самое почетное место на вашем новогоднем столе. Мы их уже попробовали с Алексеем. Это безумная вкуснятина. Рекомендуем на 100%. Ссылку на наш мукбанг канал оставляем вам внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылка внизу в описании под видео. Переходите, знакомьтесь, добро пожаловать. Будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить два самых вкусных новогодних салата в виде елочки. Мы начинаем! Итак, друзья, готовим первый салат елочка для вашего новогоднего стола. Очень красивый, вкусный, аппетитный. Значит, для этого салата нам потребуется огурец свежий, весом 120 грамм у меня получился, 2 куриных яйца, 100 грамм сыра твердых сортов, 100 грамм сырокопченой колбаски. Можно заменить на варено-копченую. Буквально 2 небольших перышка лука зеленого, весом 20 грамм и 100 грамм зеленого горошка. Также для украшения нам потребуется хороший пучок укропа, а также для украшения будем использовать зерна граната и кукурузы. Для начала нам необходимо отварить яйца. Пока будут вариться яйца, мы с вами нарежем все остальные ингредиенты. Яйца помещаю в сотейник с холодной водой, отправляю чайную ложку соли. Соль кладу, чтобы яйца не потрескались. Отправляю на плиту на максимальный огонь. Как только вода закипит, уменьшаю до среднего. И при постоянном кипении варить яйца буду в течение 10 минут. После чего солью горячую воду и помещу яйца в холодную воду. Тем временем, пока у нас варятся яйца, мы с вами соломкой нарежем колбаску. Примерно по 2-3 мм толщиной. Разрезаю сначала на пластинки колбаску, затем пластинки вот так по длине будем резать соломкой. Также 2-3 мм толщиной. Таким образом полностью нарезаем колбасу. Затем покажу, как резать остальные ингредиенты. Колбасу я нарезала, отправляю в чашку, в которой буду перемешивать наш салат. Пока в сторону. Далее на очереди у нас огурец. От огурца срезаю с двух сторон несъедобные части, утилизируем. Все остальное, смотрите, нарезаю сначала вот так по диагонали, такими же пластинками толщиной примерно 2-3 мм. Далее пластинки устанавливаю вот под таким углом, чтобы легко было резать соломкой. Придавливаю рукой и нарезаю соломкой также 2-3 мм толщиной. Вот такая соломка из огурцов у нас с вами получается. Таким образом нарезаем полностью огурец. Итак, огурец я нарезала. Также отправляю его в салатник. Пока убираю в сторону. Такая красота уже получается. Далее сыр. Сыр натираем на мелкой терке. Вот такой. Вот такая сырная стружка у нас с вами получается. Сыр я натерла. Также отправляем в салатник. Пока в сторону. И у нас с вами осталось только нарезать лук. Белую часть лука я разрезаю вот так пополам. А дальше просто мелко нарезаем. Чтобы было удобнее резать, вот так немножко утолщим нарезаемую поверхность. Вот так соберем луковицу. Таким образом быстрее и легче получится нарезать лук. Просто мелко нарезаем лук. Лук я тоже нарезала, отправляем в салатник. Сюда же в салатник отправляем горошек. Горошек должен быть без жидкости. И все, ждем теперь, когда отварятся яйца. Нарежем яйца. Дальше будем заниматься декоративной частью салата. Итак, друзья, яйца я отварила, уже почистила. Дальше нам необходимо яйца нарезать тоже соломкой. Разрезаю чуть толще, примерно по 5 мм толщиной на пластинке. Затем на полосочке 2-3 мм. Таким образом полностью нарезаю все яйца. Яйца у меня нарезаны, отправляю их тоже в салатник. И нам осталось салат заправить майонезом. Майонез в произвольном количестве отправляем в салат, хорошо все перемешиваем. Все, друзья, салат у нас готов. Далее берем блюдо, на которое будем сервировать. Полностью его выкладываем на блюдо. Распределяем салат по блюду так, чтобы у нас с вами получился треугольник. Все, друзья, основа у нас с вами готова. Далее нам осталось только салат декорировать. Для декорации мы с вами берем укроп. Там, где вот эта палочковая часть, ее убираем. Все остальное мелко нарезаем. Укроп рекомендую промывать заранее, чтобы он немножко полежал на столе и хорошенько обсох.
Укроп я нарезала. Возвращаемся к салату и сверху посыпаем укропом нашу елочку. Все, друзья, смотрите, вот такая красота у меня получилась. Украшать будем зернами граната, зеленым горошком, кукурузой и небольшое количество майонеза нам также потребуется для декорации. Я поместила майонез в кондитерский мешок, срезаю маленький кончик и просто имитирую гирлянды при помощи майонезного мешка. Вот таким вот образом. Такая красота. И просто в произвольном порядке украшаем кукурузой, гранатом, зеленым горошком. Вот такая красавица у нас получается. Звезду мы сейчас с вами вырежем из болгарского перца. Здесь, смотрите, друзья, беру кусочек болгарского перца, расправляю его вот так. И у меня есть вот такая формочка в виде звезды. Вот таким вот образом устанавливаю и продавливаю. И смотрим, что у нас с вами получилось. Вот такая звезда у нас с вами получилась. И ею будем украшать нашу елочку. Чик, вот так сверху на елочку устанавливаем звезду. Все, друзья, вот такая красота у меня получилась. Можно подавать к столу и угощать гостей. Для второго салата тоже елочка, которую мы будем украшать чуть иначе. Украшать мы будем при помощи киви и также при помощи кукурузы, горошка и граната. Для второго салата, значит, за основу мы берем куриную грудку. Здесь у меня 200 грамм, 150 грамм готовой корейской морковки. Ссылочку на рецепт корейской морковки оставлю внизу в описании под видео. 2 средних яблока Granny Smith, лучше брать, 3 яйца, 100 грамм сыра твердых сортов. Майонез также по вкусу. На предыдущий салат у меня ушло ровно 135 грамм. Для начала нам необходимо, как и для предыдущего салата, отварить яйца. Яйца помещаю в холодную воду, отправляю туда чайную ложку соли и жду, когда закипит вода. Как только вода закипает, уменьшаю до среднего. При постоянном кипении воды варю яйца в течение 10 минут. Затем помещаю их в холодную воду до полного остывания. Что касается куриной грудки, ее варим до готовности. Также отправляю в сотейник с водой. Как только образовывается пена, пену удаляю. С момента закипания уменьшаю газ и варю до готовности в течение 20 минут. Пока отправляю яйца и грудку вариться, чуть позже покажу, что делать дальше. Пока у нас варится куриная грудка и яйца, мы с вами подготовим остальные ингредиенты. Смотрите, морковку отжимаем от лишнего маринада. Маринад нам не пригодится, мы его утилизируем. Все остальное нарезаем примерно толщиной 1 сантиметр. Вот так. Все, морковь подготовлена, пока в сторону. Тем временем у нас сварились яйца. В холодной воде я их подержала до полного остывания. Яйца очищаем. Яйца я очистила, и нам необходимо их натереть на крупной терке. Яйца я подготовила, также пока убираю в сторону, чуть позже они нам пригодятся. Далее на очереди у нас сыр. Сыр будем натирать на мелкую терку. Вот так. Вот такая сырная стружка у нас с вами получается. Таким образом полностью натираю сыр. Сыр подготовлен, пока тоже убираю в сторону, чуть позже он нам пригодится. Куриная грудка у меня отварилась. После закипания в течение 20 минут, как я уже сказала, я ее варила. И уже остыла. Куриную грудку нам необходимо нарезать мелко кубиками. Сначала разрезаю на пластинки. При необходимости пластинки еще раз прорезаю пополам, вот так. Затем все это дело разворачиваю и нарезаю мелко кубиками. Таким образом полностью нарезаю куриную грудку. Куриную грудку я нарезала, и это будет наш с вами первый слой. Берем блюдо, отправляем на него куриную грудку и распределяем куриную грудку в виде треугольника. Вот так, в виде елочки треугольничком распределяем куриную грудку. Как и для предыдущего салата, майонез помещаю в кондитерский мешок для удобства. Отрезаю небольшой, маленький совсем кончик и смазываем нашу елку. Следующий слой у нас корейская морковка. Также равномерно, аккуратно распределяем по всей нашей елочке корейскую морковку. Корейскую морковку также смазываем майонезом в виде сеточки. Далее на очереди у нас яйца. Яйца также распределяем равномерно по всей нашей елочке. Затем у нас снова слой майонеза. Следующий слой у нас с вами яблоки. Яблоки я заранее не подготавливала, чтобы они не потемнели. Елочку пока убираю в сторону. Сейчас быстренько займемся яблоками. При помощи вот такой экономки очищаем от кожуры яблоки. Далее можно яблоко разделить пополам и вырезать сердцевинку, либо вот таким приспособлением я удаляю сердцевинку. Все, яблочко совершенно чистенькое, посмотрите. И его нам необходимо натереть на крупной терке. Сейчас точно так же очищу второе яблоко, затем будем натирать яблоко на терке. Яблоко натираем на крупной терке. Яблоки я натерла, слегка мы их отожмем, не сильно.
Вот буквально вот так вот будет достаточно. Сильно отжимать не нужно, чтобы сильно сухими яблоки тоже не были. Возвращаемся к нашему салату и сверху выкладываем слегка отжатые яблоки. Также равномерно распределяем по всей территории нашей елки. Все, яблочный слой у нас готов. И его тоже тщательно смазываем майонезом. Сверху яблок выкладываем сырную шапочку. Снова майонезный слой. А дальше осталось украсить при помощи киви. Берем киви. Киви также при помощи экономки очищаем от кожуры. С одной стороны у киви достаточно жесткая часть. Вот эту часть вырезаем при помощи ножа вот так. Киви готово. Чуть позже мы его с вами нарежем. Таким образом сейчас полностью почищу все киви. Затем покажу, что делать дальше. Киви я очистила. Дальше буду нарезать его при помощи своего любимого станка. Выставляю нужный мне размер и нарезаю. Как только киви осталось меньше половины, обязательно пользуюсь плододержателем. Такие вот тонюсенькие киви у меня получаются. И теперь киви мне необходимо разрезать вот так пополам. Украшать будем половинчатыми кусочками киви. Таким образом сейчас полностью нарежу все киви. Затем покажу, как будем с вами украшать. Все, друзья, киви я подготовила. Вот такие половинчатые кусочки киви. Хвостики я уже все убрала. Украшаем вот таким вот образом. Смотрите, внахлёст ставим киви друг на дружку. Внизу тоже самое делаем. И по бокам тоже, чтобы у нас был закрыт наш салат при помощи киви. Далее сверху опять внахлёст кусочки киви. Вот таким образом полностью закрываем весь наш салат. И сбоку тоже обязательно кусочек киви располагаем. Таким образом собираем полностью всю нашу елочку. Все, друзья, посмотрите, вот такая красотка у меня получилась. Украшаем петрушкой. Просто в произвольном порядке берем петрушку и выкладываем на тарелку. И украшаем зернышками граната. Можно также воспользоваться горошком, кукурузой, по вашему желанию. Я украшу вот на каждую киви, вот так положу сверху гранат. Ну что, друзья, вы только посмотрите, вот такая красавица у меня получилась. В итоге мы сегодня с вами вот так легко и просто приготовили 2 новогодних салата. Обязательно пользуйтесь рецептами, посмотрите, как это выглядит сногсшибательно по-новогоднему красиво. Ну что, друзья, вот они 2 наших с вами красавца для новогоднего стола. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать их на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.